Дорогие друзья, приветствую вас на канале Разумная медицина, доктор Евдокименко. И сегодня я подготовил для вас обзор по паническим атакам. Вообще несколько видео по этой теме у нас на канале уже было, но сегодня я решил все это свести воедино и обобщить. Когда мы говорим о панических атаках, нужно понимать, что панические атаки у разных людей протекают по-разному. И у каждой такой атаки есть какие-то свои индивидуальные симптомы. То есть это нельзя рассматривать как одно общее заболевание для всех. И опять же, нужно понимать, что причины панических атак тоже бывают разные. Поэтому, говоря о лечении, что при панической атаке подойдет одному человеку, не всегда подойдет другому. Но тем не менее, некоторые общие наработки по лечению панических атак у нас есть. В этом видео мы расскажем, как постараться предотвращать подобные атаки, и как научиться с ними справляться достаточно простыми способами. И что хорошо, методы из видео срабатывают примерно у 90% пациентов, при условии, что вы будете настойчивы и внимательны. Но сначала о симптомах. Что такое паническая атака? Как мы уже говорили, у всех она проявляется по-разному, и симптомы могут быть самые разнообразные. Но классическая паническая атака – это приступ внезапного, необъяснимого страха, тревоги, волнения, сильного беспокойства. Этот приступ страха или беспокойства может сопровождаться самыми разными симптомами, но наиболее частые из них. Ощущение сердцебиения или сжатия в области сердца. Ощущение нехватки воздуха или удушья. Чувство перекрытия дыхания. Ощущение кома в горле. Боль или дискомфорт в груди. Учащение сердцебиения. Головокружение, потемнение в глазах, страх потерять сознание, страх умереть, может выступить холодный липкий пот. И понятно, что эти все симптомы, они не сразу все вместе проявятся, а скорее всего будет несколько симптомов из перечисленных. Но ключевое отличие, что все эти симптомы, они начинаются вдруг, без какой-то определенной видимой внешней причины. То есть вот появилось сильное беспокойство, сильный страх или волнение, и на этот страх накладываются другие симптомы. Сколько может быть приступов? У кого-то это происходит очень редко, скажем, один приступ в месяц или два приступа в месяц. У другого вообще раз в год. А у третьего, например, приступы могут повторяться каждую неделю или даже каждый день, а то и несколько раз в день. Из-за чего это происходит? Есть причины, назовем их так, медицинские, то есть проблемы со здоровьем. Но это не самые частые причины панических атак, тем не менее, все-таки нужно их иметь в виду. Это проблемы с щитовидной железой или какие-то проблемы с сердцем. Поэтому, если у вас начались панические атаки, первым делом проверьте щитовидную железу, сдайте анализы на гормоны и на всякий случай сделайте ЭКГ. Регулярное, частое недосыпание. Неправильный режим сна, когда человек ложится спать в 3-4 часа ночи и встает поздно днем, или в принципе не высыпается, поздно лег, рано встал. То есть вот регулярная постоянная нехватка сна со временем тоже может спровоцировать развитие панических атак. Поэтому, если мы хотим бороться с этим состоянием, очень важно нормализовать режим сна. И очень важно постараться высыпаться. Но, конечно, самая частая причина панических атак, с моей точки зрения, это какой-то постоянный стресс, постоянная нервозная обстановка или какие-то разовые сильные переживания, разовый сильный стресс. Все эти переживания, сильные стрессы, нервотрепки, они приводят к тому, что выделяются в организме гормоны стресса. В данном случае это кортизол и адреналин. Кортизол и адреналин действуют на организм с точки зрения подготовки организма к движению, к атаке. То есть эти гормоны выделяются обычно в дикой природе в момент опасности. Но я часто привожу пример с тигром. Тигр напал, у вас выделились гормоны стресса, чтобы вы могли лучше драться с тигром или лучше убегать от него. То есть принцип «бей-беги». И вот если вы это «бей-беги» отработали, то есть вы много двигаетесь, вы сбрасываете тем самым гормоны стресса, то тогда шанс развития панической атаки понижается. Но если человек ведет сидячий образ жизни, мало двигается, то понятно, что риск развития панических атак резко возрастает. Поэтому очевидно, что нужно делать человеку, у которого начались панические атаки. Нужно постараться больше двигаться, то есть нужно заняться какой-то физкультурой,
Скажем, можно заняться бегом, побольше ходить, плавать, все что угодно. Главное сбрасывать свои гормоны стресса через движение. Еще один вариант развития панических атак. Я это называю химические панические атаки. Это не самый частый вариант, но опять же его нужно иметь в виду. Например, такие панические атаки могут развиваться на фоне приема каких-то лекарств. И в частности на фоне приема определенных гормонов. Поэтому, если вы постоянно, каждый день принимаете какие-то лекарства, и у вас развиваются панические атаки, я это часто говорю, проверьте аннотации тех препаратов, которые вы принимаете. Что еще может спровоцировать так называемую химическую паническую атаку? Это прием различных стимуляторов, энергетиков и даже банально 10 чашек кофе в день человек выпил, у него может это спровоцировать паническую атаку. То есть один человек выпил 10 чашек кофе и ничего, а у другого пошло перевозбуждение нервной системы и развивается паническая атака. Прием алкоголя у некоторых людей тоже может провоцировать панические атаки. Вообще у людей, у которых развиваются панические атаки, я очень часто рекомендую им сделать дневник самонаблюдения. То есть в течение какого-то времени позаписывать, что ел, что пил, какая была обстановка, вот что именно спровоцировало эту атаку. Нужно постараться этот фактор выявить и, естественно, постараться его из своей жизни исключить, если будет такая возможность. А если вернуться к стрессовой панической атаке, которая развивается на фоне каких-то волнений, то здесь может помочь так называемый дневник самоанализа. Желательно в течение какого-то времени, хотя бы 10 минут в день, записывать в этот дневник свои мысли, свои переживания. Как-то вот эти мысли обыгрывать и обратить внимание, а что же именно приводит к наиболее сильной нервотрепке. То есть постараться опять же найти тот эмоциональный фактор, который больше всего вас тревожит и после которого у вас начинается опять же паническая атака. Теперь поговорим о регулярном лечении, о том, как предотвращать приступы. О том, как снять острый приступ, я расскажу чуть позже. У нас на канале есть два потрясающих упражнения. Одно из них называется упражнение «Снежинка глазами», и второе – одно простое дыхание от волнения, тревог и панических атак. Вот если эти упражнения делать регулярно, то частоту приступов панических атак можно снизить значительно. Ссылка на эти упражнения будет дана под нашим сегодняшним роликом. Но здесь вот что интересно. Чтобы эти упражнения вам действительно хорошо помогали, их нужно делать не от случая к случаю и не в сам момент панической атаки, а их нужно делать регулярно, как минимум 1-2 раза в день. То есть нужно заранее предотвращать приступы, то есть нужно заранее тренироваться. А то, как нам часто пишут люди, которые эти упражнения никогда не пробуют делать. Ой, какая чушь, а вы попробуйте сделать такое упражнение в момент панической атаки, там не до этого. А те люди, которые уже практикуют упражнения, им отвечают, да это потрясающее упражнение, очень эффективное. Только действительно их нужно научиться делать сначала заранее, потом у вас и приступы будут реже, и сможете эти упражнения делать даже в сам момент приступа. Причем это будет достаточно эффективно. Еще один момент, о котором мало кто знает. Чтобы приступы были реже, попробуйте изменить свое питание. Сократите в питании количество углеводов и сахара. Потому что углеводы и сахар, как ни странно, тоже могут воздействовать на вашу нервную систему, и от этого частота приступов может повышаться. Врачи при панических атаках часто любят назначать различные достаточно сильные таблетки. Я, как вы понимаете, таблетки такого рода не люблю. Я предпочитаю пользоваться лекарственными растениями. Один из вариантов – это настойка пиона, о которой я уже рассказывал в наших программах. Можно даже делать такую специальную лекарственную смесь: настойка пиона, пустырник и боярышник. Кому не подходит настойка пиона, можно пользоваться другой лекарственной смесью из трав: шишки хмеля, мелисса и валериана. О том, как правильно принимать все эти лекарственные растения, какие у них побочные эффекты или противопоказания, как долго их нужно пить, обо всем этом рассказано на страничке на моем сайте. И ссылка на эту страничку дана под нашим роликом. А теперь очень важная информация. Бывает так, что у человека панические атаки начинаются в результате какого-то тяжелого перенесенного потрясения. Например, были случаи, когда панические атаки развивались после изнасилования или после того, что произошел пожар. То есть какие-то сильные потрясения у людей. И вот от таких панических атак очень трудно избавиться, потому что, скажем, непереработанный стресс, он постоянно
работает внутри человека, то есть это оставляет след на нашей душе. Когда я говорю, от такого потрясения трудно избавиться, тут нужно сказать, что трудно избавиться классическими способами. Но на самом деле есть очень простой прием, который позволяет это потрясение нивелировать, то есть гладить, скажем так, убрать этот участок переживаний своей души. Очень простой способ, хотя выглядит он странно, нелепо, и тем не менее он хорошо работает. Когда вы останетесь дома, в какой-то день в одиночестве, то есть нужно, чтобы в этот момент никого в квартире или в доме не было, то вы удобно устраиваетесь перед зеркалом, вас в этот момент ничего не должно отвлекать, и, сидя перед зеркалом, вы рассказываете, как бы это странно ни выглядело, своему отражению все, что вы пережили. Вот тот самый тяжелый стрессовый момент. Вы рассказываете его поминутно, подетально, посекундно. Вы рассказываете все, что происходило в этот момент, все, что вы пережили, все, что вы чувствовали. То есть нужно рассказать эту ситуацию во всех мелочах, вплоть до того, какой запах вы ощущали, что слышали, где-то, не знаю, какие-то отдаленные звуки. Вот постараться вспомнить все и это все рассказать. Можно даже, такой рассказ продолжать в течение 30-40 минут или даже в течение часа. Главное, чтобы вы вот все мелочи, чтобы все было высказано. Если это именно то самое потрясение, которое привело к развитию у вас панических атак, то в самый первый раз рассказывать зеркалу свою историю будет очень тяжело. У вас могут потечь слезы, вам может быть плохо, вас может начать трясти. И это будет означать, что мы попали в точку. После первого рассказа отдохните минут 10-15, попейте чаю и расскажите историю зеркалу еще раз. Что вы увидите? Во второй раз эмоций будет намного меньше, внутренней реакции будет намного меньше. То есть рассказывать станет гораздо проще и чуть скучнее. Первый день рассказываем только 2 раза. Но завтра всю эту процедуру нужно повторить тоже 2 раза. И послезавтра 2 раза, а дальше уже по ситуации. А что значит по ситуации? В какой-то момент вы увидите, что вам стало рассказывать очень скучно. Вам это стало рассказывать неинтересно, никаких эмоций это у вас не вызывает. И что самое интересное, у вас постепенно начнут исчезать какие-то куски воспоминаний об этом психотравмирующем событии. Вот отсутствие переживания при рассказе об этом психотравмирующем событии означает, что оно потихоньку перестает оставлять след в вашей душе. И когда вы почувствуете, что все, никаких эмоций эта история у вас не вызывает, такую простую терапию можно заканчивать. Кстати, догадываетесь ли вы, почему у людей болтливых панические атаки бывают все-таки реже, чем у людей молчаливых, замкнутых? Да именно потому, что люди, склонные поболтать, которые могут обо всем рассказать своим друзьям или подругам, они, собственно говоря, вот эту терапию уже проходят, они полностью выговаривают свой стресс. Хотя, если возникает ситуация, в которой этот человек по каким-то причинам моральным не смог выговорить, то тогда его паническая атака может зацепить в результате этого стресса, как и любого другого человека. Ну и в завершение плавно перейдем к снятию самого приступа, если он уже все-таки случился. Что же делать в этот острый момент, когда вас так сильно трясет, когда вам плохо? Как вы понимаете из того рассказа, который вы уже услышали, нам надо сбросить гормоны стресса. Поэтому в этот момент желательно, если есть такая возможность, проделать какие-то физические упражнения. То есть вам вроде бы плохо вас трясет, но если вы проделаете физические упражнения, тяжелые физические упражнения, то, скорее всего, вот это плохо у вас начнет уходить. Что можно сделать? Можно отжиматься, если вам позволяет физическая форма, причем отжиматься в быстром темпе. Позволяет физическая форма, можно приседать. Можно пройтись быстрым шагом, то есть любая активность. И да, если вы уже заранее потренировались и научились, вы делаете упражнение снежинка глазами или одно простое дыхание, что вам больше помогает. Тут съемочная группа спрашивает меня, что делать в транспорте. Если вы заранее тренировались, если вы научились, то в транспорте сидя можно сделать как раз то самое одно простое дыхание от волнения и панических атак. Вот еще один из участников нашей съемочной группы подтвердил наши слова о физической активности, что в момент стресса, в момент панической атаки как раз помогло пробежка по эскалатору вверх, то есть помогла как раз сильная физическая нагрузка.
Дорогие друзья, это на сегодня все. Вот все эти методы, если их суммировать, если вы с ними не спеша, внимательно разберетесь, они помогут купировать панические атаки в подавляющем большинстве случаев. Ну и если уж вы попадете в тот небольшой процент случаев, когда это не сработало, то здесь, да, здесь уже потребуется помощь профессиональных врачей, безусловно. Но уверяю вас, что если вы посмотрели все внимательно учли и будете правильно, скажем так, не спеша и регулярно использовать наши методы, о которых мы рассказали в этой программе, то случаев, когда вы не справитесь, таких случаев будет немного. Поэтому, если что-то не усвоили, пересмотрите программу еще раз. Не забудьте обратить внимание на полезные ссылки под роликом. Чтобы эти ссылки увидеть, переходите в комментарии под видео. И там вверху мой закрепленный комментарий с этими самыми полезными ссылками. Дорогие друзья, и в завершение, как всегда, мы просим. Если вы пользуетесь нашими методами лечения и нашими методами борьбы с паническими атаками, пожалуйста, напишите в комментариях о своих результатах. Это будет важно и для нас, и для многих других наших зрителей. А мы желаем вам всего доброго, будьте здоровы, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.